Боль — это огонь. Она может сжечь тебя дотла, а может закалить, сделав сильнее, чем ты был прежде. Сегодня ты узнаешь, что на самом деле означает боль, и почему она не твой враг, а твой величайший учитель. Марк Аврелий говорил: «Не переживай из-за чужих поступков. Они принадлежат им, а не тебе». Но почему тогда боль пронзает нас? Почему мы не можем просто сказать себе «ну и ладно» и двигаться дальше? Потому что предательство — это нож в спину, это нарушенное доверие, это разрушенная иллюзия, что кто-то был твоим человеком, это ощущение, что ты не был достаточно важен для другого. Когда нас предают, мир словно трескается, мы теряем не только человека, но и иллюзию безопасности, доверия, уверенности. Это больно, это несправедливо, это кажется непреодолимым. Но вот в чем правда: боль — это не враг, боль — это сигнал. Почему предательство и измена причиняют такую глубокую рану? Происходит разрушение иллюзии. Человек был не тем, кем казался. Мы верим, что те, кого мы любим, всегда будут с нами честны. Но предательство доказывает: это была иллюзия. История. Представь, что ты держишь в руках красивый стеклянный бокал. Он прозрачный, чистый, совершенный. Но вдруг ты замечаешь трещину. Ты понимаешь, он уже не тот, каким казался. Ты не можешь склеить этот бокал обратно. Ты не можешь сделать вид, что трещины нет. Ты можешь только решить, будешь ли держаться за разбитое или отпустишь. Эпиктет предупреждал: не оценивай себя по поступкам других. Когда кто-то предает тебя, он показывает себя таким, какой он есть на самом деле. Ты не потерял человека, ты потерял ложное представление о нем. Ты когда-нибудь чувствовал, что после предательства потерял не человека, а веру в людей? Напиши в комментариях. Ты жил в реальности, которая казалась тебе надежной. Ты верил, что этот человек рядом с тобой честен, что он искренен, что ваши отношения строятся на доверии. Но однажды ты узнаешь правду, и все рушится. Предательство — это не просто поступок другого человека. Это разрушение мира, который ты считал реальным. Есть одна горькая истина. Нас предает не человек, а наша собственная вера в него. Марк Аврелий писал: «Если кто-то поступил с тобой низко, задай себе один вопрос: действительно ли ты знал его? Ты думал, что этот человек никогда не причинит тебе боль? Ты верил, что он не способен на ложь, обман, измену? Ты строил планы, доверял, открывал душу. Но вот в чем правда: ты не видел его настоящего. Ты видел свою проекцию. Представь, что ты смотришь на чистое, безоблачное небо. Оно кажется тебе бесконечно голубым, ясным, надежным. Но вдруг облака расступаются, и ты видишь черную бездну космоса за ними. Ты не потерял небо. Оно просто никогда не было таким, каким ты его видел. Ты не потерял человека. Ты потерял иллюзию о нем. Но как это могло случиться со мной? Человек, которому ты доверял, оказывается совсем не тем, кем ты его считал. Ты спрашиваешь себя: как я не заметил этого раньше? Эпиктет говорил: не требуй, чтобы вещи были такими, какими ты хочешь их видеть. Позволь им быть такими, какие они есть. Ты надеялся на верность, честность, лояльность, но это были только твои ожидания. Этот человек никогда не был тем, кем ты хотел его видеть. Однажды к философу пришел человек и пожаловался: «Меня предал друг. Я в гневе». Философ спросил: «Ты ожидал от него верности? «Конечно». Но ведь ты знал, что он обычный человек». «Да». А обычные люди ошибаются и предают. Так почему ты удивлен?» Стоики говорили: разочарование — это результат ошибочных ожиданий. Вот еще одна тяжелая мысль. Предательство не случается внезапно. Признаки всегда были, ты просто их игнорировал. Ты замечал ложь, ты чувствовал холод, ты видел сигналы, но ты не хотел верить в это, потому что это разрушило бы картину, которую ты сам создал. Сенека говорил: человек, закрывающий глаза на правду, ослепляет самого себя. Ты не потерял что-то ценное. Ты потерял то, что изначально было хрупким. Как принять правду и двигаться дальше? Первое. Признай. Этот человек был таким всегда. Ты просто не хотел видеть правду, но теперь ты знаешь, кто он на самом деле. Второе. Перестань винить себя за слепоту. Ты верил в лучшее. Это не делает тебя слабым. Это делает тебя человеком. Третье. Отпусти иллюзию и прими реальность. Этот человек не изменился, ты просто его узнал. Почему же так больно? Больно не потому, что человек изменился. Больно потому, что ты увидел его настоящим. Лучшее, что ты можешь сделать — использовать это знание как урок. Больше не доверять слепо, развить осознанность. Понимать, что никто не принадлежит тебе. Люди приходят и уходят. А у вас были моменты, когда вы вдруг увидели человека таким, какой он есть. Как вы справились? Напишите в комментариях. Возможно, ваш опыт поможет кому-то пережить эту боль. Почему нам так больно терять тех, в кого мы вложились? Когда ты строишь отношения, будь то любовь, дружба или доверие, ты вкладываешь в человека частичку себя.
свое время, энергию, надежды, мечты. Марк Аврелий писал: «Все, что ты любишь, становится частью тебя, и потеряешь ты не объект любви, а часть своей души». Пример из жизни. Ты выращивал дерево, поливал, удобрял, оберегал, и вот однажды оно сломалось. Ты оплакиваешь не просто дерево, ты оплакиваешь время и усилия, которые вложил в него. Привязанность — это инвестиция души. Мы страдаем не от человека, а от утраченных вложений. Время, которое уже не вернуть. Планы, которые не сбудутся. Обещания, которые не сдержаны. Сенека говорил: люди страдают не от того, что случилось, а от того, чего они ждали. Боль — это свидетельство любви, а не слабости. Ты страдаешь, потому что ты был жив, ты чувствовал, ты любил. Это не признак слабости, это признак человечности. Эпиктет говорил: не избегай боли. Боль — это цена любви, но не становись ее пленником. Однажды ученик спросил Эпиктета: «Учитель, меня предал друг. Почему это так больно?» Эпиктет ответил: Потому что ты был жив. Только мертвое дерево не трещит под бурей. Но ты выстоишь, если перестанешь цепляться за то, что уже сломано. как отпустить того, в кого ты вложил часть себя? Вот несколько стоических практик. Первое. Прими, что твои вложения не потеря, а опыт. Ты не потерял время. Ты получил урок, который станет твоим капиталом в будущем. Марк Аврелий писал: «Что бы ни случилось, используй это на благо. Даже потеря — это семя для новой силы». Второе. Перенаправь энергию с его на себя. Ты много вкладывал в другого, теперь вложи в себя. Начни то, что всегда откладывал. Прояви заботу о теле, разуме и душе. Восстанови связь с собой. Помни, самая ценная инвестиция — это ты. Третье. Ритуал возвращения энергии. Стоики практиковали мысленные ритуалы, чтобы завершить привязанность. Практика. Закрой глаза. Представь, что между тобой и этим человеком золотая нить. На вдохе забери все свое. Любовь, заботу, время. На выдохе отпусти все чужое. Боль, обиды, разочарование. Скажи себе: «Я возвращаю себя себе». Отпуская, ты не теряешь, а обретаешь. Прощая и отпуская, ты не теряешь. Ты забираешь обратно свою силу. Сенека писал: «Привязанность делает тебя заложником». Свобода начинается там, где ты перестаешь цепляться за то, что ушло. Ты вложил в этого человека часть себя, но вот в чем правда. Ты можешь вложить еще больше в себя, и никто никогда больше не сможет это забрать. Почему предательство заставляет нас сомневаться в себе? Когда тебя предают или изменяют, возникает жгучий вопрос: разве я недостаточно хорош? Разве моя ценность так мала? Ты можешь быть сильным, красивым, умным, но в один момент тебе кажется, что твою ценность обесценили. Но вот в чем правда. Твою ценность нельзя измерять поступками других людей. Эпиктет говорил: не оценивай себя по поступкам других. Ты — это не то, как к тебе относятся. Ты — это то, как ты сам себя воспринимаешь. Почему мы чувствуем себя недостаточно хорошими после предательства? Когда нас предают, наш мозг автоматически ищет причину. И, увы, чаще всего он обращает эту причину против нас самих. Наверное, я был недостаточно интересен. Я не так хорош, раз меня променяли. Если бы я был лучше, это бы не произошло. Но стоп, давай разберемся. Сенека говорил: не вини себя за слабости других. Их слабость не твоя вина. Если кто-то выбрал обман, предательство или измену, это говорит о его решениях, а не о твоей ценности. Ты мог быть идеальным, и тебя все равно могли предать. Ты мог быть самым любящим, и тебя все равно могли не выбрать. Ты мог вложить в отношения всего себя, и тебя все равно могли оставить. Не потому что ты плох, а потому что люди делают свой выбор. Как говорил Марк Аврелий: не теряй время на сожаление. Все, что уходит, делает место для нового. Тебя бросили, но твоя ценность не изменилась. Представь, что в музее стоит древнегреческая статуя. Она великолепна, совершенная форма, вдохновляющий образ. Один человек проходит мимо и восхищается ею. Другой проходит и даже не замечает. Третий проходит и говорит: «Фигня какая-то». Изменилась ли статуя? Нет, она не стала хуже от того, что кто-то ее не оценил. То же самое и с тобой. Твою ценность не определяет чей-то выбор. Эпиктет говорил: не стремись понравиться тем, кто не видит твоей ценности. Ты не монета, чтобы нравиться всем. История о Диогене и его гордости. Однажды к Диогену подошел человек и сказал: «Ты жалок, Диоген. Ты живешь в бочке. У тебя нет ни денег, ни богатства». Диоген спокойно посмотрел на него и ответил: А ты богат? «Да, у меня есть золото, дом и слуги. Если ты все это потеряешь, кем ты станешь? Бедняком». А я останусь Диогеном.
Вот в чем разница. Если твоя ценность зависит от мнения других, ты ее потеряешь. Если она исходит изнутри, ее нельзя разрушить. Как восстановить свою ценность? Стоические практики. Первое. Техника «Вспомни себя». Закрой глаза. Представь себя до того, как тебя предали. Ты был ценным? Ты был любим, ты был важен, открывай глаза, ты все тот же человек. Твоя ценность не изменилась, изменилось только твое восприятие. Марк Аврелий говорил, ты остаешься собой даже среди хаоса. Все зависит от того, на что ты направишь свой разум. Вторая техника – переключение фокуса. После предательства хочется думать, почему он так поступил, чем я хуже. Но стоики учили фокусироваться на том, что ты можешь контролировать. Не спрашивай, почему он. Спрашивай, что теперь? Что ты можешь сделать сейчас, чтобы стать сильнее? Третья техника – жизнь во имя себя. Вложи энергию не в сожаление, а в себя. Улучшай себя не ради мести, а ради собственной силы. Создай жизнь, о которой никто не сможет пожалеть, кроме тех, кто тебя потерял. Сенека говорил, пусть твоя жизнь станет таким ответом, который не требует слов. Предательство не уменьшает твою ценность. Ты был ценным до этого. Ты остаешься ценным после. Помни, ты – это не то, как к тебе относятся. Ты – это то, как ты сам себя воспринимаешь. Как же справиться с болью? Что сказал бы тебе стоик? Когда нас предают, боль кажется всепоглощающей. Она сжимает грудь, парализует разум, делает каждый день пустым. Мы теряем аппетит, сон, смысл. В голове бесконечно крутятся одни и те же вопросы. Почему он так поступил? Как он мог? Разве я этого заслужил? Но вот в чем правда. Стоики знали, что боль – это не твой враг. Твой враг – это твои мысли о боли. Что сказал бы тебе стоик? Эпиктет предупреждал. Люди тревожатся не из-за самих вещей, а из-за того, как они их воспринимают. Стоики не предлагали игнорировать эмоции. Они учили смотреть на них честно и осознанно. Не убегать, а понимать. Как справиться с болью? Первое. Боль неизбежна. Страдание – выбор. Представь, что ты держишь в руках горячий камень. Чем крепче ты его сжимаешь, тем больше он обжигает твою ладонь. Так и с болью. Чем сильнее ты сопротивляешься ей, чем больше пытаешься ее подавить, тем глубже она впивается в тебя. Марк Аврелий говорил, если тебе больно от чего-то извне, то не вещь тебя тревожит, а твое мнение о ней. Ты можешь это мнение изменить. Ты не можешь контролировать чужие поступки, но ты можешь выбрать, как на них реагировать. Прими боль как факт. Она здесь, она существует, но она не должна управлять тобой. Практика стоиков, техника наблюдения. Первое – закрой глаза. Второе – представь, что боль – это поток воды. Он течет сквозь тебя, но не задерживается внутри. Третье – ты не река, ты ее наблюдатель. Когда ты наблюдаешь за болью со стороны, она теряет свою власть над тобой. Второе. Перестань зацикливаться на «почему». После предательства в голове застревает один и тот же вопрос. Почему он, она так поступил? Но вот в чем правда. Ответ не изменит того, что произошло. Марк Аврелий говорил, перестань беспокоиться о том, что делает другой. Сосредоточься на том, что делаешь ты. Когда тебя предают, не спрашивай «почему?», спроси себя «что теперь?». Перенаправь свою энергию на себя, не на того, кто тебя предал, не на злость, не на обиды, а на свой рост. Третье. Вложись в себя, а не в прошлое. Один человек сказал, после предательства я мог бы опуститься на дно, но я решил сделать свою жизнь такой, чтобы этот человек пожалел, что потерял меня. Тебя предали. Это больно. Но ты выбираешь, быть жертвой или стать сильнее. Можешь направить свою энергию на страдания, на поиски справедливости, на бесконечные воспоминания о том, как все могло быть. А можешь сделать иначе. Начать читать, начать учиться, начать тренироваться, улучшить себя. Вложи свои эмоции в свое будущее. Сенека говорил, ты страдаешь больше в своих мыслях, чем в реальности. Когда ты вкладываешь энергию в себя, боль становится твоей силой. И вот однажды ты встретишь ее снова. Ты будешь улыбаться, ты будешь уверен в себе. Ты будешь другим человеком, а этот человек увидит, что потерял не тебя. Он потерял возможность быть рядом с тобой. И знаешь, что он подумает в этот момент? Как же я ошибся, но тебе уже будет все равно. Как ты справлялся с болью предательства? Делись в комментариях, твоя история может вдохновить других. Но вот что важно понять. Боль – это не просто страдание, это часть пути. Это испытание, через которое мы обретаем силу. И у каждого свой способ пройти этот путь. Одни борются, другие бегут, третьи учатся видеть в боли не врага, а наставника. А как ты справляешься с болью? Что помогло тебе однажды выдержать то, что казалось невыносимым? Напиши в комментариях. Твоя история может поддержать тех, кто сейчас ищет ответ.
Если это видео было для тебя полезным, подписывайся, чтобы не пропустить новые размышления, которые, возможно, дадут тебе еще больше понимания. И нажми на лайк. Пусть этот разговор продолжится.